Главные новости этого дня. Известная певица Эдита Пьеха перенесла 3 срочные операции на колено. Эдита Станиславовна плохо ходит, однако летом этого года собирается выйти на большую сцену, поэтому 87-летняя артистка решилась на медицинское вмешательство. Операцию проводили в одной из лучших медицинских клиник Германии. Как сообщает дочь артистки Илона Броневицкая, Эдита Пьеха чувствует себя удовлетворительно. Сегодня утром по приказу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве в центральном офисе бывшего мужа певицы Алсу, известного бизнесмена Яна Абрамова, прошел обыск. Известного бизнесмена, который уже несколько лет занимается недвижимостью, уличили в несоблюдении коммерческого контракта. На Яна Абрамова написали заявление в полицию директора строительных компаний, которые участвовали в долевом бизнесе мужа певицы Алсу. Начинается судебное разбирательство. Известного политического деятеля Анатолия Чубайса, который несколько недель назад тайно приехал в Россию и был арестован, из камеры временного задержания перевели в следственный изолятор. Анатолий Чубайс до начала судебного процесса, который состоится 1 февраля следующего года, будет находиться в данном заведении. По словам Никиты Михалкова и Александра Бастрыкина, у комитета на данный момент есть все необходимые доказательства, чтобы предъявить Анатолию Чубайсу серьезные обвинения, и известный политик смог бы получить серьезное уголовное наказание. Отметим, что Анатолий Чубайс вернулся в Россию, чтобы спасти свои финансовые сбережения и перевести их за рубеж, однако был арестован. Александр Бастрыкин и Евгений Пригожин сделали правила приема в организацию для новых сотрудников более строгими. Это связано с тем, что в последнее время участились нападения на сотрудников комитета, поэтому существует версия, что в команде Никиты Михалкова может работать предатель, который выдает всю важную информацию недоброжелателям комитета. По этой причине теперь каждый новый сотрудник работает целый месяц на испытательном сроке и только потом переходит в основной состав. Несколько недель назад диктор центрального телевидения Екатерина Андреева перенесла большую трагедию. Скончалась любимая собака Екатерины Андреевой, с которой она прожила почти 20 лет. Екатерина Андреева была настолько привязана к своему домашнему питомцу, что обратилась с просьбой изготовить памятник для ее собаки, который изготовили совсем недавно и установили на специальном кладбище. Стоимость данной услуги для телеведущей составила $4000. Следственный комитет Российской Федерации, Генеральная прокуратура и антикоррупционный комитет Никиты Михалкова продолжают расследование трагической смерти известного российского певца Мурата Насырова, который ушел из жизни в 2007 году. По этой причине в полицейский участок была доставлена известный общественный деятель и спортсменка Алина Кабаева. Хорошо известно, что еще в начале нулевых годов Алина Кабаева испытывала к Мурату Насырову очень теплые чувства. Они много выступали на одной музыкальной сцене, и их дружба постепенно перерастала в серьезные отношения. Однако 19 января 2007 года трагически оборвалась жизнь Мурата Насырова. Это произошло в результате несчастного случая. Мурат Насыров упал с балкона 5-го этажа. Спустя время стало известно, что за несколько часов до трагедии у Алины Кабаевой и Мурата Насырова состоялось свидание, на котором присутствовал третий, пока неизвестный человек. Имя этого человека и пытаются выяснить у Алины Кабаевой, однако известная гимнастка пока не дала вразумительных показаний. Помимо этого, Алину Кабаеву обвиняют в растрате крупной денежной суммы государственных денег. Еще несколько недель назад Алина Кабаева взяла безвозмездную ссуду у государства в размере 300 миллионов рублей, и эти деньги ушли в неизвестном направлении.
Как заявил Александр Иванович Бастрыкин, для нас главная справедливость, а чьей фавориткой является Алина Кабаева, не имеет никакого значения. Сотрудники комитета Евгений Пригожин и известные артисты Юрий Антонов и Игорь Скляр провели повторные обыски в квартирах известного политического деятеля Валентины Матвиенко. О результатах обыска пока неизвестно, однако поступила достоверная информация, что 3 квартиры Валентины Матвиенко на данный момент опечатаны, и в них ведутся следственные работы. Сама известный политический деятель на данный момент проживает в служебной квартире. В крайне тяжелом состоянии здоровья находится легендарная советская лыжница, олимпийская чемпионка и телеведущая Раиса Сметанина. Накануне вечером Раису Петровну подключили к аппарату ИВЛ. У известной спортсменки диагностируется сердечная и легочная недостаточность. Причиной для трагического события стал недавно перенесенный инсульт, который произошел у Раисы Сметаниной. К этому часу, к сожалению, поступили печальные новости о состоянии здоровья родственников Аллы Борисовны Пугачевой, Елизаветы Галкиной и Дэни Байсарова. Состояние здоровья молодых людей, которые уже несколько недель находятся в критическом состоянии в специальном хосписе для терминально больных людей, еще более усугубилось. Академик Виталий Матвеев подтвердил официальную информацию о состоянии здоровья и заявил, что в данный момент медицина бессильна, и лучшая помощь для смертельно больных людей – это коллективная людская молитва. Также в тяжелом состоянии здоровья уже 3-й день находится сын Филиппа Киркорова Мартин, который несколько дней назад получил черепно-мозговую травму в результате общения со своим отцом. Сама Алла Борисовна Пугачева на данный момент находится в городе Иркутске. Несколько дней назад во время отдыха на зимней турбазе во время охоты она получила случайное ранение. Сотрудник комитета, известный фигурист, бывший муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов, сообщает трагические новости о своей семье. По словам Петра Андреевича Чернышова, сегодня рано утром в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло из-за плохой видимости и погоды, трагически погибли его родные. В результате ДТП ушли из жизни мать Анастасии Заворотнюк и средняя дочь. За рулем автомобиля находился служебный водитель, который также погиб. Из-за семейной трагедии Петр Андреевич Чернышов взял 3-дневный отпуск, чтобы провести похороны и проститься с родными. Уважаемые зрители, если вы соболезнуете Петру Чернышову, желаете выздоровления сотрудникам комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.